чрезвычайно удивительная сцена. Здесь изображена Лилит, Ева и Адам. Причем Лилит пронзает Адама копьем. Это невероятно редкая иллюстрация из манускрипта о Святой Троице, который был создан в конце 15 века в Германии. И это не просто манускрипт, это алхимический и философский трактат, который наполнен символами, мифами и эзотерикой. Поэтому эта сцена имеет глубокий символизм. Здесь на самом деле изображен философский камень и алхимический процесс, который создает этот самый загадочный философский камень. Но прочитать его может только тот, кто умеет читать символизм, тот, кто посвящен в традицию. Давайте раскроем этот ребус вместе, проанализируем его шаг за шагом. Сразу говорю, что это мой личный анализ. Если у вас есть какие-то свои мысли, которые дополнят этот анализ, как искусствоведа, то per favore, пишите в комментариях это будет очень интересно. Allora, итак, начинаем. Левая фигура – это Лилит, женщина с хвостом змеи и короной на голове. Она держит длинное копье, которым пронзает грудь мужчины. Это не просто копье. Если мы приблизим иллюстрацию, то мы замечаем, что копье золотого цвета. Даже видно немного, что кусочек копья сверкает позолотой вот здесь. Просто за 500 лет краска затерлась, выцвела, вы же понимаете. Обратите, пожалуйста, внимание, что на голове у Лилит корона, а у Евы короны нету. Напомню вам, что Лилит в каббалистической и гностической традиции считается первой женой Адама, которую изгнали за непокорность. Она была женщина такая, женщина с характером, женщина с огоньком внутри. Почему Лилит имеет хвост змеи? Да, вы часто видите на фресках, что Еву изображают с хвостом змеи. Мало кто понимает, некоторые думают, что это рептилоиды, мамма мия. Но нет. Это, конечно же, не буквальный смысл. Бог не создавал Лилит наполовину рептилией. Нет. Это на самом деле поэтическая метафора. Ее хвост здесь, в данной истории, символизирует связь с бессознательным и инстинктами. Вода, глубина подсознательного. Да, это всегда змеи во всех культурах, сказках, историях, легендах, современности даже, да, Гарри Поттера возьмите, Слизерин, да. Кстати, кто за Слизерин? Слизерин forever. Скузи, отклонился. А корона на голове Лилит – это символ власти над невидимым. Копье, которым она пронзает сердце Адама, это не жестокость, как может показаться при поверхностном взгляде. Да, может подуматься, что она смертельно мстит Адаму за то, что он не выдержал ее характер, да, и он попросил Бога о более послушной Еве. Знаете эту историю, думаю. Но нет, это не жестокий удар, это не удар мести, а это акт инициации. Это духовная трансформация, которая всегда связана с болью и пробуждением. Центральная фигура – это Ева. Она полностью обнажена. Она без украшений, без оружия, без особых жестов или каких-то аксессуаров. Она здесь просто наблюдатель. Она здесь даже не участник. Ева – это вторая женщина по библейскому нарративу, которая была создана из ребра Адама, да, в отличие от Лилит, сотворенную на равных. Ева символизирует телесную, земную женственность, социально приемлемую и упрощенную часть. Да? Она такая более плотская. Она стоит между крайностями, соединяя высшую и низшую природы, но оставаясь при этом пассивной. Ну, вы знаете, да, как в церковной традиции, так маргинальные, как они женщин в пассивную роль загоняли. Дальше, правая фигура – Адам. Это мужчина с бородой, стоящий с открытой грудью, из которой течет кровь от раны копья. Адам – это универсальный символ человеческой души. Это архетип первородного мужчины, который оказался между двумя
женскими архетипами, между двумя женскими началами, да, светлой и темной проявленности. Адам, он здесь не герой, не тиран и не мудрец. По Библии он совсем даже не был мудрецом, да, особенно в саду Эдемском. Он как бы такое, я бы сказал, если не посчитаете слишком грубым, он такое как бы уязвленное «я», проходящее через кризис в данной истории. Рана в сердце – это не смерть, а точка пробуждения, подобно Христу или алхимическому королю, проходящему через очищение, страдания. Обратите, пожалуйста, внимание на их лица, насколько грустное лицо у Адама и у Лилит. Они грустно смотрят друг на друга. В мимике их лиц считывается глубокая тоска. Смотрите, Лилит наносит удар копьем с болью. Ей самой больно от того, что она это делает. Смотрите, как домиком стоят ее брови, да? И обратите внимание на лицо Евы. Оно абсолютно лишено грусти. И тени грусти даже нету. Намека на грусть нету. Она как будто даже и не понимает, а что здесь вообще происходит, да? Ну, посмотрите на ее лицо, что лицо ее говорит, какую эмоцию. Здесь изображена внутренняя драма каждого человека, каждого из нас с вами. Коротко говоря, в каждом из нас есть Лилит, часть, которая хочет свободы, магии, власти, огня. Это наша теневая часть. И есть внутри нас часть Евы. Это светлая часть, которая стремится к безопасности, телесности, принадлежности. И есть Адам внутри каждого из нас. Тот, кто все это переживает, тот, кто разрывается между выбором, тот, кто ищет и в конечном итоге трансформируется через боль. Боль – это всегда очищение. Катарсис с этим связан, вы все это знаете. Здесь копье именно в сердце Адама, а это значит, что это не про смерть, а про алхимию. На первый взгляд, это кажется актом насилия, мести. Но нет, если присмотреться, это копье не разрушение, а инструмент раскрытия. Почему? Потому что оно золотое. Это золотой инструмент. Не случайно этот инструмент окрашен золотом. И оно именно пронзает сердце. У алхимиков пронзенное сердце в алхимической традиции – это символ инициации, как у Персефоны, как у Христа, как у святого Августина. Помните вот эту знаменитую картину, где он держит пылающее сердце? Огонь, золото, солнце. Ну, видите связь, да? То, что делает здесь Лилит, это не убийство, а инициация через боль. Она не враг мужчины, она его испытание. Копье пронзает не тело, а центр воли. Этот удар, через который рождается сердце, сердце начинает как бы пылаться, запылаться, да. Сердце как орган не только чувства, но и сознания. Лилит – это активное женское начало, которое раскрывает или распинает мужчину, заставляя пройти через боль, искушение или кризис. Да, это может быть прочитано по-разному. Например, как? Первое. Очищение сердца через страсть, любовь в своей теневой форме, что вызывает боль. Но именно эта боль выжигает иллюзии, выжигает страх, ложное эго и делает человека свободным чувствовать по-настоящему. Да? Второе. Это женская инициация мужчины. В каждой душе мужчина рано или поздно сталкивается с силой, которая хочет быть понятой, укрощенной, спасенной. Она хочет быть увиденной в своей дикости. И в этом его экзамен. Третье. Разрыв между духом Лилит и плотью Евы. Лилит и Ева
стоят по разные стороны. Одна тянет вверх, в бездну мистического. Видите, она даже копье втыкает в Адама, как бы сверху, над Евой, да, так поднимает ручонки, прям через нее тогда. Это тоже не случайно. Это тоже символизм, жест символизма. А другая женщина, Ева, она наоборот удерживает внизу, в обыденном, в земном. Она даже смотрит на Адама снизу вверх, да, как бы покорно. И копье – это то, что рассекает старое «я», чтобы родился новый человек. Имеется в виду «я» с большой буквы, да. И этот новый человек, он уже будет не слепо ведомый, да, он не будет подчиняться инстинктам тела, страхами, да, вот эти все земные, а это будет совершенно новый человек, да, по Августину, кто читал трактаты его. Кровь здесь не смерть, а женственность. Адам не умирает, он освобождается от оболочки, как Христос, как алхимический король, как каждый, кто осмеливается пройти сквозь свою тень. Увидеть свою тень, да, увидеть своих, посмотреть в глаза своим внутренним демонам, да. Когда ты их посмотришь, тогда ты одолеешь. Лилит на этой миниатюре изображена не просто как демон, не просто как змея или ведьма, да, как мы привыкли, как ее изображают в таком маргинальном искусстве. Это фигура из глубин. Она алхимический символ. Она отражение бессознательного слоя женской природы, той ее части, что была веками подавлена. Она изгнана и названа за это опасной. Она теневой архетип женского состояния. Хвост Лилит не человеческий, он водный, да, водная стихия. И этим уже подчеркивается, что она принадлежит иному царству, не змеиному царству, а подсознательному царству. Да? Вода во всех традициях – это стихия интуиции, страсти, изменчивости перехода между мирами. Да? Это всегда подсознательное что-то. Ее хвост закручен в спиральку, да? В кружочки такие, как что тоже является не случайно. Это может быть символом энергии кундалини, внутреннего змея женской силы, который дремлет в глубине психики. Лилит – это женщина, в которой душа еще не приручена. Грубо звучит, понимаю, знаю. Более того, здесь Лилит, она коронована. Это коронованная сущность. Она не декоративная. Это реальный знак власти, но не над земным, а над неизреченным, над тем, то, что не произносят, да, подсознательная. Она царица тени, владычица бездны, которая боится патриархальная система. Это та женственность, которая не просит разрешения быть собой. Она не играет в одобрение, она не боится разрушать, если это ведет к трансформации, да, к преобразованию. Лилит не просто женщина, это женская энергия, которая не поддается контролю. Если Ева – это плод послушания, ведь она без короны, да, мы видим. Ева без символов власти вообще здесь. Но при этом она стоит ближе к мужчине, как бы свидетель, но не участник вот этой сцены. То Лилит, наоборот, это отказ быть частью чужой конструкции, чужой социальности, да. Ева ближе с Адамом, как это принято в нашей христианской человеческой традиции, да, хорошая, послушная женщина. А Ева дальше, она как феминистка, хопа, копьем бьет. Их дуальность не о добре и зле. Это две грани одной женской природы. Ева – видимая, социально одобренная, телесная, а Лилит – это скрытая, инстинктивная, неудобная, да, неудобная женщина. Но именно Лилит действует в отличие от Евы. Именно она держит копье, она не смотрит в сторону мужчины, она просто совершает акт, как жрица ритуала. Это может быть прочитано еще так. Жест инициации, вспышка боли перед перерождением, да, и удар, который открывает сердце для истины, для перерождения.
Лилит с хвостом и короной. А это древняя сила, древний символизм, древняя сила, которую нельзя спрятать и нельзя уничтожить. Да? Помните Ураборос? Часто мы видим на средневековых манускриптах символ Ураборос с чем? С короной. Да? Ее можно только, вот эту силу, ее можно только встретить внутри себя. Она находится внутри, да, вот эта сила Лилит, она всегда внутри. Не внешне где-то, это не внешняя опора. Это всегда энергия внутри, но ее нужно уметь разбудить с помощью определенных практик. Ева безоружна, но она здесь присутствует. На фоне Лилит, сверкающей, мифической, опасной, Ева кажется почти невидимой. Мы почти даже не обращаем внимания на Еву, да, хотя, казалось бы, Ева самое главное в истории. Но здесь вся информация заложена только в Лилит. Ева находится ближе к мужчине, но она не участвует в этом акте. Она не вмешивается. Она как молчаливый символ. Символ без короны, без оружия, без жеста. У нее нет короны, как у Лилит. Значит, у нее нет власти. У нее нет хвоста. Значит, она отсечена. У нее отсечена связь с глубинной природой. Нет посоха, нет копья или магического жеста. Вообще нету. Значит, нет действия. Просто пассивное молчание. Она присутствует, но не действует. Это важный нюанс. Она свидетельница трансформации, но не катализатор. Она как будто ждет, пока другие совершают судьбу. В алхимической символической традиции Ева – это женская природа, которая, скажем так, пригодная для брака, для дома, для семьи. Она предсказуемая, телесная, связанная с продолжением рода, да? Но она не связана с преображением. Образ, который разрешенный и одобренный системой нашей, да, привычной. Она безопасна, но безмолвна. Пока Лилит пронзает, Ева просто смотрит, наблюдает. Хотя она даже не наблюдает, просто смотрит, если смотреть на эту сцену. Пока одна оживляет, другая просто выжидает. Хочу сделать акцент. Это две половины одной тени. В алхимической и юнгианской психологии Лилит и Ева не противоположности, а как бы расколотые части единого женского архетипа. Ева та, кого оставили, да? Оставили быть Саддамом, оставили быть в этой истории творения. А Лилит – это та, кто ушла, у которой есть характер, да, она неудобная женщина, да, у нее есть гордость. Ева – форма, Лилит – это энергия. Ева – социально приемлемая, а Лилит – архетипически сильная. И только в их соединении рождается целостная женщина. Когда женщина не отвергает, не раскалывает себя. Да? В женщине всегда есть две сущности. Мадонна и роковая женщина. Женщина-вамп. Да? Вы же все понимаете это. Вы все это знаете, чувствуете в себе, даже если не хотите принимать. Но несмотря на это, Ева в этой сцене не менее важна, чем Лилит. Ева – это тоже ключ к пониманию. Ее бездействие – это вопрос к нам. Ева здесь – это вопрос к каждому из нас, чтобы каждый, смотрящий на этот манускрипт, задал себе вопрос. Когда ты смотришь на свою внутреннюю трансформацию, ты кто? Ты участник или ты свидетель? Кем ты хочешь быть? Тем, кто правильный, удобный, или тем, кто живой, да? Тот, кто индивидуален, да? Индивидуальность. Пока вы размышляете над этим, хочу воспользоваться паузой и пригласить вас на мои семинары. Например, на новый семинар «Какую женщину видят в тебе мужчины». На семинаре мы разбираем женские архетипы.
которые помогают и мешают строить любовь, отношения, зарабатывать деньги и быть в гармонии с собой и обществом. Вы узнаете, почему мужчины изменяют, почему одних женщин они уважают и строят с ними семью, а других женщин воспринимают просто как любовница. С одними хотят любви, заботы, уюта семейной, идиллии, а с другими хотят страстного. Понимаете, все это не про везение с партнером и не про вашу внешность. Это про архетипы, внутреннее состояние женщины, в котором она находится, осознанно или неосознанно. И это определяет все, ваш внутренний архетип. От того, кого вы привлекаете, до того, как с вами общаются и как вы общаетесь с другими, как вы зарабатываете деньги и так далее. Мы разберем как светлые проявления женских архетипов, так и теневые проявления. Лилит с хвостом и короной – это древняя сила, которую нельзя ни спрятать, ни уничтожить. Ее можно только встретить в себе. Она есть внутри каждой женщины. Семинар будет по ссылке в первом комментарии и в описании. Также там будут другие мои семинары, курсы, лекции и моя музыка. Хочу сказать всем спасибо, кто со мной, кто покупает мои семинары, лекции, курсы, спонсорам канала. Благодаря вашей поддержке у меня есть возможность продолжать идти за своей мечтой и делать что-то полезное для развития человечества. Спасибо. Andiamo avanti. Идем вперед, идем дальше. Адам. Кто такой Адам здесь? Здесь Адам как символ страдающей души. Он не центр композиции, да, но он ее жертвенник. Такой уж жребий ему выпал. К слову сказать, вот эти черные кубики рядом с Адамом – это игральные кости. 3 кубика. Алорен. Так вот, на первый взгляд мы видим мужчина, который поражен копьем. Адама пронзили копьем. Но если смотреть более глубже, да, раскрывать символизм, как лепестки розы, аккуратно, чтобы не ужалиться, не уколоться, не попасть в ошибку, да, то это не жест насилия, а это пробуждение, ритуал пробуждения. Потому что мы видим, что этот удар, он не разрушает, да, он не убивает Адама. Он наоборот, он его раскрывает. Копье в сердце Адама – это не конец, а инициация. Мы видим не страдание от внешнего врага, а внутреннюю трансформацию, происходящую через взаимодействие с Лилит, архетипом первозданной женской силы. Этот мотив известен в мистике как в культуре как рана любви или боль любви, через которую в душу проникает свет. В культуре, в кинематографе это означает эмоциональную или физическую боль, которая вызвана любовными переживаниями, любовными отношениями, любовной тоской или страданиями от неразделенной любви. Это может быть боль от потери, разочарования или сильных, но болезненных чувств. И второй культурный момент – алхимическое перерождение, которое необходимо для превращения свинца в золото души. Это так называемый симпатический порошок, который был распространен в 17 веке, да, плюс-минус. Это средство на основе магии, на основе симпатической магии. Это разновидность такой как бы, что-то вроде оружейной мази. Да. На латинском есть термин такой unguentum armirium. И если смотреть через вот эту оптику, то Адам страдает не потому, что он был слаб, а потому, что пришло время сбросить старое «я». Да? Для чего? Чтобы переродиться, войти в новое состояние. Обратите, пожалуйста, внимание еще раз на лицо Адама. Мы видим выражение лица Адама, оно не искажено ужасом, да? Но в нем есть тихое согласие, покорность. Ты мой малыш, пришла Лилит. Как только заговорили на эту тему, да. Мы видим в лице Адама покорность высшей воли. Возможно, даже осознание
Ой, мурлычет, может, слышите микрофончик. Осознание неизбежности этого удара. Ну, а чего он ждал, да? Женщина всегда отомстит за то, что ее отвергли, да? Не сегодня, так завтра, не снизу, так сверху. Женщины бывают крайне мстительными. Женщины бывают жестокие, особенно после таких дел, чем мужчины, да? Скерцо, шутка. У Адама мы видим принятие вместо страха. Это взгляд человека, который не сопротивляется судьбе. Он перестал убегать от своей тени. Он впускает эту боль внутрь себя для того, чтобы стать иным, да, для того, чтобы преобразоваться. Хочу еще вам напомнить, что в алхимических трактатах смерть всегда метафора трансформации. Это не буквальная смерть. Хочу еще вам напомнить, что в алхимических трактатах смерть всегда метафора трансформации. Это не буквальная смерть. Вот, например, карты Таро, да, возьму. Я увлекаюсь Таро, и в них, у карт Таро, тоже есть карта смерти, название смерти, да. Но это не про смерть, это не про конец, да, как смерть, как конец. Нет, это трансформация. Чтобы пришло что-то новое, нужно убрать старое. Чтобы будущее наступило, мы должны пожертвовать прошлым, принести его, так сказать, в жертву, если позволите так колко выразиться, да. Смерть – это трансформация в этих традициях, а не буквальная смерть. Хотя, понятное дело, когда рождается новый внутренний человек, то это всегда смерть старого, ну, в каком-то смысле. Но это не в буквальном смысле, не в том привычном. Котейки замявкали, где-то здесь уже темные силы подкрадываются, да. Кошечки намекают. Скерцо, шутка. Адам здесь – это прима материя, да. Переводится на русский язык как первоматерия или первичное вещество. Это философский или алхимический термин, да, который обозначает универсальность, бесформенный исходный материал. Универсальный бесформенный исходный материал, с которого лепят что-то, из которого все возникает, а также сырье в общем смысле. Он здесь первичная субстанция, которую можно растворить, которую нужно растворить, расколоть. Для чего? Для того, чтобы из нее возникло нечто, для того, чтобы из нее возникло что-то новое. Кровь из сердца Адама. Это как растворение старого эго. Пронзенное тело копьем, инструментом, это как сосуд, из которого выходит ненужное. Момент боли – это как трещина, через которую входит свет, священная рана, духовная рана. Это мотив духовной раны, то есть, говоря другими словами, это страдание, которое ведет к слово забыл на русском, к прозрению, к осознанию, да. В общем, подводя итоги, Адам – это не просто первый человек, это внутренний герой каждого из нас. Тот, кто вынужден пройти между двумя силами, между силой послушания, это Ева, и дико растущей Лилит. Тот, кто платит цену страдания за пробуждение, если готов расплатиться этой монетой, да, видим игральные кости. Бросил, цифры выпали, плати по ставкам. И если Лилит – это удар, а Ева – это молчание, то Адам – то, что остается после удара и тишины. Знаете, как оно бывает в жизни? Бывают такие повороты судьбы, когда все сложно. Один удар идет за другим ударом. Жизнь тебя бьет, бьет, бьет. И ты вот в эти моменты задаешься вопросом, Богу задаешь вопрос: да сколько можно, мамма мия, Дио мио, за что? Все эти дни тебе реально уже так кажется, иногда, что тебя реально кто-то
пронзает, да, со всех сторон. Сидишь, плачешь в тишине и в одиночестве и задаешься вопросом, переосмысливаешь все это, пытаешься понять, за что, для чего. Как любит повторять мой учитель, все мы умираем в одиночестве. И когда испытания эти проходишь, жизненные, да, выживаешь, то потом как-то так понимаешь, да, ловишь себя на мысли, что на самом деле тебя освобождают, да. Кто-то нас таким образом очищает, трансформирует, да. А боль, которую ты боишься, это точка входа к новой версии тебя, к твоему преображению, внутренней трансформации. Если, конечно, ты понял правильно урок. Тут же еще тебе нужно правильно все это понять, правильно все это осознать. Иначе опять повторно высшие силы заставят пройти этот экзамен, да. Ну, вы понимаете все это. Так вот, Адам между Лилит и Евой – это аллегория душевного пробуждения на уровне алхимии. Вся эта сцена – это воплощенная метафора великого делания, великая работа. Да? На латинском это такой термин magnum opus. Это не просто встреча трех библейских персонажей, а это сакральный союз противоположностей, где через страдания и распад происходит рождение нового состояния души человека. Лилит, анима, да, с латинского и с итальянского, это высшее женское начало. Она сила духа, интуиции, мрака и трансформации. Ее копье не оружие, а инструмент пробуждения, подобно алхимическому огню, который разрушает материю, чтобы извлечь из нее суть. Она тень, без которой не раскрывается свет. Да? Света не бывает без тени, тени не бывает без света. Две стороны одной монеты. Ева – это материя, земное, инертная. Она символизирует телесную форму, материю по преображению. Это прима материя в ее сыром виде, доступная, знакомая, не опасная, но и не трансформирующая. Да? Без нее нет базы для трансформации, но одна она не дает роста. Ева хорошая, но нет роста с ней. А Адам, альбедо, да, по термину, это очищенная душа. Он продукт разделения и жертва соединения, или часть его души. Ведь здесь два женских начала, между которыми пульсирует мужская душа. Мужчины, вы знаете, они вечно мечутся между двумя типами женщин. Дома хотят стабильную, спокойную, послушную Ева, которая это борщи валит, за детьми следит, да, домашний уют делает. Идиллия. И одновременно с этим мужчины хотят роковую, страстную, стервозную Лилит в кровати. И вот эти два образа, вот часто есть у мальчиков комплекс Мадонна-блудница, которые, я тоже рассказываю об этом семинаре более подробно, которые для жизни ищут одну типаж женщин, они ее имеют, да, находят, с ней живут. И при этом у них есть всегда любовница на стороне, противоположность, блудница, с которой они делают все, что хотят, потому что дома они настолько идеализируют свою женщину, да, святую Мадонну, мамма мия, что они не могут с ней делать в постели, обращаться с ней так, как они могут обращаться в коммерческой любовью с женщинами. Да. В общем, вы поняли, это другая тема, не хочу отклоняться. В алхимии есть стадия альбедо, это беление, следует за негредо, разложение, и она означает озарение, вспышку смысла, вспышку перерождения, да, осознание. Сознание – это эго, рана, акт очищения, точка разрыва с прошлой личностью. Копье – лапис. Кстати, даже кошечка подтвердила, да, кстати, философский камень, он никогда не изображается буквально. Нельзя же все козыри на стол сразу выкладывать, нельзя все карты показывать. Мы все это знаем, весь этот опыт, вы же понимаете. В этой сцене копье Лилит – это активный
активный агент трансформации или катализатор распада старого, чтобы освободить потенциал для нового. Оно соединяет не тела, а архетипы, разрушая границы между плотью и духом, и сознанием. Копье не убивает, оно ритуал раскрытия, оно расщепляет, так сказать, душу, грубо звучит, чтобы собрать ее в новой форме, через боль к прозрению, катарсис, да, через разрыв к целостности. Здесь алхимический брак как мистическая смерть. Это сцена не про любовь и не про грех. Это визуализация процесса, через который человек становится целым. Есть такой тоже философский термин «соединение противоположностей». Происходит он не через баланс, а через взрыв, жертву, распятие эго. Может быть, здесь финальная формула читается так, как, я бы так ее, например, когда женское начало пробуждает, мужское трансформируется. Когда материя наблюдает, то дух действует. И в этом треугольнике рождается не человек, а золото души. Это не сцена смерти, а сцена перерождения или пробуждения, трансформации «я» через кризис и тень. А может быть и нет. Может быть, у вас есть свои мысли на этот счет. Напишите, пожалуйста, свои комментарии, чтобы все зрители, если у вас есть мысли, чтобы зрители могли тоже обогатиться новыми смыслами. Чем больше мнений, вы же понимаете, вы знаете это все, тем мы ближе к истине. Спасибо вам, что провели свое время со мной. Берегите себя и свое здоровье. Цените своих близких, своих друзей. Обнимаю и целую. Бачу. Все будет хорошо.